Привет! Это канал «Из грязи в грязи» и я, Дмитрий. Все больше и больше квадроциклистов выбирают в качестве навигационного устройства планшеты, и мы с ними абсолютно согласны. Почему? Мы рассказали в этом ролике и сравнили планшеты со всеми альтернативными вариантами. Ссылка на него появится в конце этого обзора, а также в описании под ним. Обязательно посмотри это видео следующим. А сейчас обсудим то, без чего навигация с планшетом на квадроцикле невозможна. Это держатели. Еще их называют кредлы, крепления или холдеры. Мы собрали все основные типы, представленные на рынке, и покажем их в рамках одного сюжета. Примерим на технику и расскажем, какие из них хороши, но для лодки или катера и нам совершенно не подходят, а какие будут приносить комфорт и помогать мчаться вашему квадроциклу только вперед. Это будет топ-5 нашего магазина. Выбрать лучший нам поможет опыт. Только за прошлый сезон мы прошли порядка 3000 километров в путешествиях, которые организуем. Были в горах Кавказа, забирались на высоту 3400 над уровнем моря, проходили по ущельям вдоль рек, а иногда и прямо по ним. Гоняли рыб по болотам Карелии, пересекали степи Астраханской области и вязли в лечебных грязевых ваннах густых лесов. Именно разница в условиях, дороги под колесами, временами года или погодными условиями дают понять, что хорошо, а что плохо. Давайте вместе разберемся, что есть что. Передаю слово своему близнецу. Он как раз находится в гараже. Поехали. Сейчас, видимо, надо сделать, как в новостях. Спасибо, Дмитрий. Наша съемочная команда как раз оказалась на месте событий одной из первых совершенно случайно. Но я так делать не буду и перейду сразу к рейтингу. Поскольку основное направление нашего магазина – это аксессуары для квадров, выбирать будем самый подходящий именно для этого. А попутно будем давать короткие пояснения, какая модель для чего подходит. На 5-е место мы решили поставить самую узкоспециализированную модель. Мы называем ее «Вкладыш». Помните, как играли в Турбо и Лафыс? Сколько лет назад это было? Дизайн модели минималистичен. Она создавалась для встраивания планшета в панель вездеходов, катеров на воздушной подушке или лодок с закрытым кокпитом, по аналогии с рамкой для 2-дин-магнитолы. Корпус у этой модели разъединяемый. Мы просто вкладываем в него планшет, как в конверт, и прижимаем крышкой. Корпус не имеет никаких фиксаторов, поэтому при любой серьезной нагрузке крышка сразу же вылетает. Но силы прижима достаточно для умеренной тряски и перемещения на небольшой скорости. Для квадро никуда не годится. Откладываем в сторону и переходим к 4-му месту. А расположилась на нем такая же минималистичная модель, но с одним принципиальным отличием. Ей вообще по барабану на любую тряску. Как она устроена? Имеется один винтовой фиксатор. Чтобы было удобнее показывать, я подготовил такие чопики. Кредл открывается, в него вставляется планшет. Он заходит даже сразу плотно. Закрываем кредл и винтом фиксируем всю конструкцию. Как видите, никакого намека на елозание вообще нет. К тому же имеется доступ ко всем необходимым органам управления. Гнездо зарядки, кнопка включения-выключения, кнопки на экране и даже стилус. Хотя в грязных перчатках все равно будет тяжело им пользоваться. Так почему же только 4-е место, если все так хорошо? Дело в том, что количество отверстий избыточно для жесткого гряземеса. Все они будут забиваться, и пользоваться будет крайне затруднительно, а вычищать потом все равно придется. К тому же система открывания больше приспособлена к вертикальному расположению кредла. А если мы попробуем поставить его горизонтально на руль, то мы просто не сможем его открыть, чтобы вытащить планшет. А установить его вертикально на вынос, как в этом случае, не представляется возможным. Да и выглядит это крайне ужасно. Итог по этой модели такой. Она отлично выполняет свои функции и здорово выглядит, но должна быть расположена вертикально. Владельцы катеров и лодок задумались, а квадроциклисты переходят к следующему лоту. Бронзовый призер нашего соревнования – держатель, который можно использовать на любой технике, в том числе и на квадроциклах. Но есть нюансы. Разбирать кредл и доставать планшет не очень удобно. Нужно будет выкрутить 2 винта, а барашки имеют малые размеры, особенно скользкими руками их очень легко выронить и потерять. В дальнем путешествии это грозит срывом навигации, что будет крайне неприятно, потому что экран может начать вибрировать, и смотреть на него станет некомфортно. Что касается самого козырька, то
его площадь не настолько велика, чтобы эффективно защитить экран от грязи, даже если Cradle установлен горизонтально. К плюсам можно, безусловно, отнести классный внешний вид и возможность нанесения ярких и крупных надписей или логотипов. Пока упомянули про нанесение логотипов и текстов, напомню, напечатать их можно не только на держатель для планшета. В нашем магазине вы всегда можете заказать стильные колпаки на диске, именные эмблемы и шильдики, крышки лючков и бензобаков, а также бардачки, как, например, для Lansin 1000 и 1000 Mat. Их владельцы больше не мучаются с выковыриванием грязи из подстаканников, а хранят в чистоте и сухости все необходимые в поездке мелочи, в прямом смысле под рукой. Переходите в магазин по ссылкам в описании и выбирайте то, что сделает ваш квадр еще более стильным и брутальным. Серебро мы отдаем холдеру в стиле Безумного Макса. Конструкция очень проста. Вы просто берете планшет и вщелкиваете его одним движением. При этом посмотрите, какой он воздушный, практически не занимает места. Его можно ставить и горизонтально, и вертикально, на руле или на выносе. При этом имеется доступ ко всем необходимым гнездам, кнопкам, включая стилус. Принципиально эта модель отличается от других возможностью установки замочка. Устанавливается специальный фиксатор, а в это отверстие вставляется замок. Вместе с ним можно легко оставлять лодку, катер или квадроцикл на ночевку вместе с планшетом. Хотя, конечно, смотря где. Но все равно это только второе место, потому что есть существенный недостаток. Ничто не защищает экран. И как бы вы ни установили планшет, грязь будет нещадно его залеплять, даже если у вас нет проставок на колесах. А если есть, то сами знаете, какие комья грязи взмывают вверх при прохвате по мокрому, по влажному даже полю. И что они сделают с экраном. Ну а мы добрались до вершины. Вот Cradle, который заслуженно занял первое место. Он имеет проработанный дизайн и максимально продуманный конструктив. Простой и безотказный, как русский автомат. Смотрите, как элегантно это работает. Как и в предыдущем примере, вы просто берете планшет, вщелкиваете его, и он держится. Держится отлично, без каких-либо подергиваний и елозаний. Фиксаторами являются части корпуса. Никаких винтов или иных подвижных соединений. Ничего не отломится и не разболтается. Корпус закрыт со всех сторон. Есть только необходимые отверстия. Значит, планшет проживет дольше, да и мыть его меньше. Отдельно остановимся на козырьке. Именно он является преимуществом этого Cradle перед предыдущей моделью. Он отлично защищает экран от грязи. Особенно, если планшет стоит вертикально. Посмотрите, какой я и квадр, и какой экран. Его чистота режет глаз. Кажется, что я натер его специально, но нет. Что касается персонализации, то и здесь этот Cradle абсолютный чемпион. Площадь поверхности под нанесение логотипа квадра или девиза вашего клуба просто огромная. Все будет выглядеть ярко и читабельно. Ну а если вам все это не нужно, есть модификация с обтекаемым козырьком без каких-либо надписей. Теперь немного о совместимости. Все Cradle подходят для планшетов Samsung ActiveTab, Blackview и Oukitel, а по вашему запросу мы можем изготовить их и для любых других устройств. Пару слов о том, как закрепить Cradle на квадроцикле. Первый вариант универсальный, крепление типа RAM. Состоят из U-образной дуги с одной стороны и площадки с другой. Дуга крепится на руль, площадка к Cradle. Если вы планируете разместить планшет на руле, используйте два крепления, установленных на скос руля, иначе придется постоянно выравнивать планшет. Вторым вариантом пользуюсь и я сам. Он подходит для квадроциклов с высоким выносом. Это строительные стяжки. Тем самым экономим место и прижимаем планшет прямо к корпусу. Так он выглядит продолжением приборки. Смотрится целостно и органично. Пользоваться максимально удобно. Особо не тянешься и экран перед глазами. Чтобы на него посмотреть, не нужно опускать голову. Надеюсь, обзор получился информативный, и теперь вы знаете о Cradle'ах все. Не забудьте подписаться и посмотреть другие видео на нашем канале. Например, о том, как искать новые интересные места для покатушек и самому строить маршруты даже в неизвестных локациях. Или любые другие видео в нашем плейлисте. Открывайте и выбирайте то, что вам интересно. С вами был канал «Из грязи в грязи». Увидимся.